Волк разваливает как. У вас закончились идеи неработающими стратегиями? Я вам подброшу кое-что новенькое. Давайте посмотрим. Итак, играю ТГшечку, арена 4 на 4. Играю с одним из своих учеников. Вот я, Ладушек, на фланге, и у меня в пакетике сидит мистер Оверсинкер. Итак, что мы задумали? Давайте. Я пишу, вы можете бумить, окей. Я вначале еще в лобби написал ребятам, мы идем рашить, мы вдвоем, да. Красный и желтый, Аладушек и мистер Оверсинкер. Как же мы идем рашить? Посмотрите на наши нации, это Шу на фланге, сицилийцы в покете. Кто угадает, тому, плюс 500 рейтинга, плюс 300 в карму, там, короче, вы поняли, да. Ну, давайте по порядку, мы пока смотрим. Соответственно, давайте я вам... какая у нас ситуация вообще, да? Хорошо, тут, конечно, указан командный рейтинг, у меня он самый высокий, здесь практически 1500, да, в остальных там 1300, у мистера Оверсинкера 1200. Здесь, в принципе, примерно такие же расклады, есть чувак на китанцах в покете, то есть очень опасно, да, это не открытая карта, закрыта, но все равно китанцы там слишком сильны по экономике, поэтому тут опасен чувак на покете. Ну, в принципе, по рейтингу командному очень балансно все вышло. Но в 1-1 у нас тут ситуация, конечно, разнится. Если у меня примерно там рейтинг 1950, 2000, что-то такое, да, то у мистера Оверсинкер у него, конечно, примерно 1000 соло в 1-1. Но в ТГшечке он играет ТГшечки. Поэтому посмотрим, что у нас получится. Итак, я здесь быстренько нахожу своего врага, соответственно, говорю пацанам, что на другом фланге у вас тут серенький. Оранжевый это понял, такой принял. Хорошо, у нас есть Шу, у нас есть сицилийцы. В другой покет это у нас Пирс, Солид, конечно. И четвертый чувак Мушран какой-то эфиопчик. Ну, эфиоп, Берс, в принципе, тут все стандартно. И как будто бы у нас тоже Шу это нация с хорошими лучниками, а сицилийцы это нация с неплохими такими конями. Ну, не только. В общем-то, можно думать, смотреть, что будет происходить. Давайте считать айдлы. Пока что у бирманца против меня играет бирманец. Ой, какой пасус. Конечно, бирманец это не очень против сильной лучницы, которая является Шу. Потому что у них нет нормальной брони от стрел. Ну, хотя посмотрим еще, что здесь придумают. Бирманец, в покете у него грузин, это уже солидно слишком. И здесь у него, смотрите, какой удобный мулкарт стоит. Понятно, китанцы здесь следующий покет против перса будут играть. И поляк, на удивление, здесь находится. Ну что, давайте смотреть. У нас курочки где-то, я слышал куриц. Да нет, тут на самом деле олени, курицы только в центре. Хорошо, да, все логично. Каков наш план? В общем, наш план слишком сложный. Но я вам скажу так. Фишка в том, что мы будем рашить. И, соответственно, мы будем рашить не одного человека, а сразу двоих. Ну вот мы увидим, как это происходит. Ладно, смотрим. Давайте посчитаем айдлы. У мистера Версиркина 42 секунды. Так, получается прикол какой-то. Ну, наша задача в том, чтобы забудить, ну, как командно сыграть и купить время. Но задача в том, чтобы замедлить нескольких человек. Ладно, давайте немножко ускорять. Пока идет подгон оленей, развитие. Здесь у нас что? Пока одна лесопилка. Здесь у нас домики, подгон оленей. Так, челы стоят. В принципе, нормально. Тут без лума, здесь, в принципе, все спокойно. Что это за? Что это за дубы тут такие? Блин, удобно. Тут, конечно, у грузинина мулкар стоит. Здесь проверка скаутом идет, все такое. Релики видят в команде с бирманцами, конечно. Вроде как никто крестов не сливал, все нормально идут. В принципе, по крестьянам тоже одинаково, 76 на 76. Так я вижу тут что-то. Здесь у меня какие-то подгоны, угоны. В принципе, какие-то крестьянки заблудшие, абсолютно не работающие просто. Просто ничего не работает. Соответственно, я тут что-то начинаю мешать моему ученику. Ну, в общем, он меня прогнал, сказал, иди отсюда. Что ты мне помешал тут? Олени что-то гонишь? Уходи. Ну, я ушел. Хорошо. Раньше всех переходит, кстати, бирманец довольно рано, 23-й переход. Что он задумал? Он не на камне, но он на золоте. Это интересно. И здесь серенький еще переходит на поляки. Рано нажал переход перс, ну он перс. Ну и мы все нажимаем переход, в принципе. Так. Все нажимают переход. Окей. Куда-то я побежал, какие-то паузы и какой-то барак. Соответственно, у Шу при добыче леса добывается еще за каждые 10 леса приносится 1 единичка еды. Кажется мало, но на самом деле это довольно халявная еда. Это супер круто в долгой перспективе тоже. Здесь, соответственно, начинается какой-то бойчик. Hey, бой. Бежим, помогаем. Я говорю, нет, не делись, go back, мужик. Ну что ты топишь, в соло слил? Окей.
Ладно, зато синий раненый. Окей, это неплохо. Здесь рынок кузнеца. Все понятненько. Берманчик делает фаст касси. Здесь тоже добыча камня. В принципе, все загрузится. Так, у меня что? Ну, у меня сделал барак. И, скажу вам так, я буду делать лучников. Но не так все просто будет. Не просто это будут лучники. Так, мистер Оверсинкер нажал. И что он тут думает? Думает. Надо выйти на камень, надо выйти на золото, подальше. Надо выйти на все, надо забудить фермы. В принципе... Так, здесь желтый скаут, здесь красный скаут. Ну что, давайте смотреть. Здесь, в принципе, рынок кузница. Все нормально. И вот просто вот такая вот пастбище. Пастбище. Новые цивы у нас две, да, китайцы и шу, насколько мы понимаем. Все переходят, кто-то сделает лумы для чего-то. Не помню момент, с которого я поржал здесь, честно говоря. А что я тут ржу? Так, мой скаут здесь. Так. Типа, что они втроем здесь что-то бегают. Честно говоря, не знаю, что со мной не так. Со мной что-то не так. Ну, это нормально. Это, в принципе, баланс. Пацаны что-то крутятся, вертятся. Но я уже понимаю, что будет ржака. Итак, ставим стрельбище, много на золоте и делаем лучников, которых будет еще дешево апнуть. В принципе, так, Оверсинкер переходит, он делает лум. Зачем он делает лум? Вот это совсем непонятно. И он на камне. Ну, кажется, немножко что-то проясняется. Неужели сицилиец будет делать замок? Окей. И, соответственно, делать лум, чтобы пойти туда. Хорошо, еще 2 креста, рынок кузницы, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Хотя я вам скажу так, лум здесь не то, чтобы нужен сейчас. Лум можно сделать чуть-чуть позже. Ну, ничего. Так, здесь кто раньше всех переходит? Конечно же, Перс. Перс с супер ранними переходами, нифига себе. До 14 минуты переход, наметил 3 ТЦ. Как будто бы здорово играет, как будто бы неплохо. Хорошо, это, в принципе, командный рейтинг 1300, это довольно-таки уже серьезный рейтинг. Не смешно здесь. Не до шуточек. Ребятам так, а что берманец здесь чувствует? Да ничего он не чувствует, но у него 3 на камне, что-то непонятно. Давайте смотреть, у синего почти минута айдла, у Версинкера практически тоже. В принципе, у остальных он минимальный. Смотрим сюда на ресурсы, у синего что-то совсем мало камня, что-то непонятно пока, что он делает. Итак, здесь довольно важное замечание, потому что я сразу делаю осадку. Для чего осадка, как вы думаете? Какие есть бонусы вообще у шу? Как вы думаете? Осадка передвигается быстрее на 10%, по-моему, в замковой эпохе. Окей, будем пушить осадку. Вам не кажется, что расположение осадки довольно странное? Не какого-то форварда, не какого-то чего-то. И здесь я на самом деле такой, убиваю. Возможно, ошибка, то есть я спалил, что я играл лучниками, заметил ли он, что это лучники и арбалеты, нет, не знаю. Ну, поляк делает тупо с лумом касл-дроп на эфиопа. Так, на этот фланг мы тоже будем обращать внимание, но не так много, наверное. Потому что так. Все вырастают ратуши, в принципе. Так, чувак ржет, истерически или нет, но у него уже он на камне, у него осадочка есть, в принципе, ему пофиг. Говорит, ха-ха, касл-дроп, ну. Берманец бумит, понял, но с камнем. Вот, спрашивает зеленый. Зеленый спрашивает, что? Типа, ну, здесь луки ходят. Ладно. Итак, вот план кабан. Мы делаем осадную вышку, которая передвигается быстрее. Не 0.8, а 0.88 скорость. Мы ее везем в сторону Оверсинкера. Оверсинкер готов или нет? Да, он переходит позже всех, но, в принципе, по таймингам здесь получается все довольно солидно. То есть осадная вышка заезжает к нему на ринку. Вот почему лум не нужен прямо сейчас. Можно его сделать после замкового перехода, в принципе, да, здесь. И он посылает крестьян. Ну что, погнали. Погнали. Здесь мы будем лес, все дела. Это нам дает достаточно много новой еды. Здесь, да, у нас лучники, но как будто бы чуваки такие, ну еще лучники, ладно, поставлю осадку, типа, да. Здесь бумимся, церковь между 3 ТЦ, в принципе, все балансно. Здесь тоже замушек, поляки прорубаются. Так, ну здесь китайцы просто бумятся, персы просто бумятся, абсолютно ничего интересного. Здесь мы находим каких-то рандомных скаутов, убиваем, нас убивают булки, и мы поехали. Здесь есть одна ситуация, которую я сделал неправильно, и что еще можно улучшить в этой стратегии? Как видите, 8 крестьян, да, едет сицилийский, который быстро построит замок. Но они не прибавляют скорости осадной вышки. Чтобы прибавить скорости осадной вышки, надо посылать туда именно даже не луков, а пехоту. Это пики. Я должен был сделать штуки 3 пики, и 7 крестов бы он посадил, тогда бы идеально. Я бы увеличил скорость осадной вышки, видите, она едет не так быстро. Но зато сейфово, да? То есть в принципе, скорость креста 0.8, а здесь 0.88. Преимущество не очень большое, да, но все-таки это сейфовые кресты едут, да, как бы и немножко быстрее. Но я, честно говоря, забыл здесь делать пики, было бы намного прикольнее, и она бы ехала прямо с ускорением. Можно даже делать 4, наверное, пики, я бы мог себе это позволить, просто феодальные, и 6 крестьян. 6 крестьян достаточно быстро поставить замок. Соответственно, на север Оверсинкер, у которого любимая нация вообще славяне, поэтому он шарит за фермой. Ну и, как видите, что происходит, да, то есть мы, как бы, создаем угрозу для берманца, да, он понимает, что там луки, он опасается, он что-то делает, на самом деле сделал минимально всего лишь одного скоропа, то есть, в принципе, он не сильно вложился и бумится. Итак, кстати, злые китайцы играют против убийцы меты. Ну, мы убиваем мету. Соответственно,
Здесь мы отрезаем лучников, тут какие-то монахи, окей, туда-сюда. Но здесь происходит самое главное. Мы не оставляем покета тоже здесь отдыхать. Мы залетаем на покета, я посылаю еще лучников, пики бегут, да, поздние. Итак, сетелиец, конечно же, у него уже 1100 камня, видите, как, конечно же, здесь не все супер быстро. И максимально агрессивный замок, почему бы и нет. На самом деле, не максимально агрессивно, наверное, был бы сюда. Но мы не знаем, что здесь происходит, мы не знаем... Поэтому заходим. Лучники Шу, кстати, посмотрите, как далеко видят. Это командный бонус лучников Шу. Тем временем здесь, смотрите, что происходит, довольно жесткая тема. Потому что чувак в соло пытается на поляке тоже зарашить двоих. Но очень вовремя выходят шателлы и просто распидывают пацанов. Очень быстро распидывают крестов, обухи не успевают, от обухов просто убегают. Очень грамотно, я этого не видел. Значит, замок уже готов отсетериться. Что делать дальше сетерить? А что хочет? Он может ставить просто донжоны и рашить. Ну а здесь есть лучники внутри, которые убивают монахов. И берманец такой, так, стоп, давайте я помогу, я должен. Осада вышка, она убегает просто, конечно же. Лучники дальше делаются. Посмотрите, мы играем в соло, то есть у нас на двоих 2 ратуши, здесь на двоих 6 ратуш. То есть 2 в 6 ратуш нам нужно убивать. Прям очень много и быстро. Здесь ситуация, перс ставит 4 С, он не парится. Здесь грамотно разрулил, на самом деле, фиолетовый игрок поляка. Но китайцы очень жестко бумятся, ребята. 65 крестов, это, ну, перс на самом деле немножко опережает. Итак, ставится осадная вышка, и чтобы вы думали, конечно, лучники туда сидят, и начинается расстрел. И, в принципе, здесь такой неплохой расстрел. Осадка, монастыри, конечно, здесь в грузине неплохо может дефаться. Максимально агрессивные вещи делаются. Так, ворота, кстати, ворота, насколько я помню, пробивались... А чем пробивались ворота? Неужели замком? На замке есть одна стрела. Да, замок пробивал ворота, чтобы сделал дырку. Но, по-моему, я дал команду, что типа не надо нам это. У нас есть чуть что осадная вышка, нам это не так важно. Пробивай ратушу. Да-да-да, здесь на самом деле, я бы сказал, косячок небольшой. Нам нужно убивать ратуши. Окей, валим ратуши. Я продолжаю играть в 1 ТЦ, и все. Никто в МПИ, конечно, идти не может. И берманец выбирает делать вот такой вот какой-то странный замок, который мы, как я понял, не видим. Хорошо. Здесь я что делаю? На самом деле, что бы я мог сделать, что я не сделал, это послать сюда еще лучников. Конечно же, конечно. И как же, честно говоря, не хватает здесь пик, это было бы прикольно. Сержанты внутри? Да, отлично. Но что будет дальше? Катапульта, где можно убивать. Но надо тут апать сержантов, броню им, все такое. Так, пастбища тут прокачиваются. В принципе, реально мы играем в одну ратушу, новые лучники приходят с такого угла, здесь делается осадочка, в принципе. И залетушек, но здесь, видите, 2 монаха, и все становится слишком сложно. Зеленый расконтроливает, остается 1 сержант, и он вычинивает всего лишь 1 сержант, и навряд ли он заберет, честно говоря, катапульту. Ее чинит за километр. Я тут на шару решил выскочить на катапульту. Но катапульту, смотрите, опа, я ее под нее подныриваю и как-то криво убиваю, и, соответственно, прячусь дальше. Неплохая тут синергия идет, лучники Шу и донжоны. Перетягивается катапульта, реально, это же катапульта синего, да, это же катапульта синего, я убегаю куда-то дальше. Здесь второй замок, ничего не понятно. Ничего не понятно, постоянно веду новых лучников, но не сильно активно, честно говоря. Делается еще один донжон, я, конечно, смотрю на эти донжоны и такой, блин, капец ты донжоны ставишь, конечно, форвардно. Их хардши будут расстреливать, но ничего, в принципе, если будешь делать свою осадку, то, в принципе, может быть неплохо. Возможно, тут можно было даже петарды делать за оверсинкера на стелицах и такое прочее. Так, я решаю сыграть агрессивно, мы уже знаем, что здесь есть замок, да, мы это знаем. Нет, мы этого не знаем. Мы этого еще не знаем. Но я вижу, что бегут Арамбаи, и понимаю. Ну, Арамбаи, хаваем Арамбаи, значит. Хорошо. И китайцы нажимают переход 24. То есть это очень быстрый переход. Смотрим. В принципе, мы напрягаем двоих пацанов. Давайте сравним по крестам. 60-73, у нас 45-38. Мы не делаем достаточно пока урона. Да, минус замок. Но здесь... всеми крестами ставят, минус ТТшка, всеми крестами ставится замок. Его невозможно отменить. И здесь, конечно, я немножко запивливаю, хочется добить эту катапульту, не получается. Почему-то я недостаточно прыгаю сюда, но я нажимаю МП. Конечно же. Я нажимаю МП, потому что, видимо, лес мне приносит новую еду, и почему бы нет. Импы это очень выгодно, потому что у нас есть специальные тракшонные трибуджеры. Отлично, которые тоже быстрее, кстати, передвигаются. Так, здесь, смотрите, скопил таранов чувак. Так, ну китайцы апаются, запомним это. И здесь осада вышка все еще используется. Да, я не могу лучников обратно вывести, потому что все-таки дырки нету здесь. И здесь минус, не совсем приятно. Так, но я замечаю какой-то рандомный в поле замок и такой, окей, хаваем. Начинаем хавать. Соответственно, у меня есть уже баллистика, но здесь не совсем так все удобно. Но осадная вышка дает очень много преимуществ, из которых это ты можешь просто спрятаться от этих арамбаев, можешь их размикрить. Не то чтобы я тут что-то жестко микрю, но в принципе арамбай тут, по-моему, вообще без апгрейдов. Нет, первая броня все-таки есть.
Да, здесь неплохо было бы, наверное, помикрить все-таки, учитывая, что у меня есть и баллистика, то есть просто двигайся и стреляй. Так, а здесь смотрите, что происходит. Оверсинкер начинает забегать, но у него, к сожалению, нет апгрейдов на сержантов, хотя бы брони, да. И, наверное, скорости. Тут очень важен барак. Я этот момент, наверное, не проконтролил. То есть здесь, в принципе, можно еще улучшать эту стратегию еще лучше. Здесь, кстати, стоит такая вот манганелька, пушит дальше. Здесь, в принципе, ратуша не совсем работает. То есть зеленый, в принципе, как покет не бумит. То есть у нас зато преимущество в том, что я перехожу в МПИ, но посмотрим, что будет. Я здесь, соответственно, прячу вышечку, потому что Скорпион все-таки напрягает, но мне надо здесь что-то размикрить. Новые стрельбища, уже 3 стрельбища. Хотя, блин, всего лишь 3 стрельбища, я бы сказал, уже бы 4 иметь. Перс уверенно развивается, отлично. Так, здесь у нас на самом деле произошел такой спуш. Давайте перемотаем немножечко. Тараны плюс шателлы — это довольно опасная тема. Ну да, он спокойно пришел, и все. Почему поляк ничего не приготовил, я не знаю. Возможно, он готовил импы, да, так и есть, он готовит импы. Поэтому он не был готов. Вышли пацаны, раскидали, замок справа не прикрывает форвардный замок. И, в общем-то, все-таки вышло. Так, ну что, да, вот я так понимаю. Так, это что? Это что? Это очень странно, здесь всего лишь 4 креста, которые без лума, блин, они без лума, реально. Очень странно. I'm okay, говорит Фиолетовый. Фиолетовый молодец, да. Перс, в принципе, может спокойно тоже себя чувствовать. Не получается у меня отменить этот замок, хотя если бы вот немножко лучше микро, было получилось. То есть у нас получается ситуация, да, то есть мы сделали так, что Оверсинкер, которого, напомню, там примерно 1000 рейтинг в соло, он напрягает чувака 1356 ТГ, то есть достаточно, я не знаю, что это за чувак, возможно, ну, в среднем это где-то будет 1500 соло игрок. И нас-то, в принципе, устраивает, моя задача убить берманца, по крайней мере. Здесь, в принципе, замок достроен, но у меня все еще есть та осадная вышка. Я сделал осадку, и, соответственно, я в импах. Что мы делаем в импах, не совсем понятно. Но мы делаем тракшон и трибушет. Отлично. И теперь наша задача что? Убить берманца. Давайте по крестьянам, у нас 70, 91 у берманца, это достаточно много, но рано в 3 ТЦ играет. У меня всего лишь 40, у Версинкера до сих пор в 1 ТЦ играет. Возможно, уже надо было добавлять ратуши. Но, в принципе, он пушит здесь, да, он как бы отбивает от ресурсов, от камня, да, золото осталось. Здесь немножко сержантов наконверчено. Чуваки чинят, в принципе. Но мне кажется, не хватает тут второй стрелы, на самом деле. Я залетаю внутрь, убиваю кучу крестьян, и он ставит снова замок. И я такой думаю, все, хаваем, начинаем хавать тут челиков. Третья стрела уже есть, в принципе, кресты раскидываются. Они до сих пор без лума против третьей стрелы, это просто раскидка. Здесь и манганель получается легко убить. Вот, наконец-то, пошел дэмэдж. Пошел дэмэдж, но мы видим, что происходит здесь. Это китанцы приходят, и все слишком плохо. Неужели он... Да, он тупо в элитного степняка играет. Это довольно жестко. Но замок каким-то чудом достраивается, и мне приходится отходить назад. Здесь тракшон трибушет, тут что-то делает, и приходит большая пачка рамбаев. Ну, такая, 11 человек. Но у меня уже имперские лучники, так что нормально. Так, серый там перешел в импы, наконец. В принципе, у нас по импам 2 на 2. Так, трибушет отходит, но трибушету странно себя ведет, на самом деле. Ни хера не делал, даже не стреляет. Лучше подошел ближе к лучникам, в конце концов. Здесь, ребят, смотрите, берманец все-таки, оказывается, приводит кучу таранов. Так, есть здесь сержанты, но есть прикол, я забыл здесь своих лучников, они имперские, на самом деле. Здесь еще разваливает Оверсинкер, на самом деле, ТЦшку напрягает, но ему, честно говоря, не хватает апгрейдов. Я вижу первый апгрейд на броню, на пехоту, но этого не совсем достаточно. Здесь лучники с потерями, но разобрались с арамбаями и делаются еще трибушеты. Да, немного у меня армии, на самом деле. Оказалось, что дохренища. Так, но здесь смотрите, в чем прикол. То есть, приходит второй покет на нас. И это считается хорошо. Это хорошо, это значит, мы отвлекли уже 3 игроков, да, не полностью, конечно, не полностью, но он приводит сюда трибушет, несколько чуваков, и, в принципе, ну, на него это не сильно, конечно, честно говоря, влияет, но он трибушетом разваливает. Это, ну, как бы дает время, очень много времени Персу. Перс, конечно, тут вообще не спешит, честно говоря, очень медленно играет, ну, в плане именно армии. Что-то я пока до сих пор не вижу армию, это 3 кавалера всего, уже 32 минуты, честно говоря, он, походу... Ну, он Савара нажал зато, но такое. Я вспоминаю, что у меня здесь есть лучники, они выходят и они помогают. Тут все еще у Оверсинкера остаются кресты, все такое. Мы здесь пользуемся всеми благами цивилизации. Конечно, берманец тут руинит, потому что у него нет лума. Я понимаю, что надо выходить куда-то и ставить, по-моему, замок. Так, здесь вот эти степняки, но есть замки. Есть замки. Здесь какая вода происходит, непонятно. Эфиоп все пытается зайти. Эфиоп играет в замковой эпохи шателлами. И здесь, конечно, этот трибушет много делает. Но у меня остаются лучники. Я такой, окей, прикольно, лучники, они внутри. И я делаю какой-то супер максимально агрессивный замок. Под замком буквально. Но мне нужна коронка на лучников Шу, чтобы они уже работали максимально жестко. Вот этот лучник убил 17-14 крестов. Как он? Это нормальный лучник такой. Итого 67 крестен, у меня уже 46. В принципе, все равно минус, но нормально. И здесь, ну, как только нас начал сносить третий, я говорю, отлично, это типа хорошо, против нас вложились. Так, а здесь смотрим, кстати. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
Так. Монахи есть. Оверсинкера убивать. Я говорю оверсинкеру. Все, бум. Стелицы быстро стоит раньше. Бум. Так, здесь чувак чик-чик-чик, но я начинаю микрить. Степники не доконтролились. Видимо, тут пошла жара. Здесь авары бегают. Но тут верблюды китанские. Господи. Доставится замок. Сливает арамбоев. Что, не видел, что замок, что ли, ставлю? И здесь зеленый говорит, блин, чувак, добей, тут лучники. Так, ну зеленый апнулся в МП и делает элитную монашку. Неужели мы не смогли допушить их? Неужели мы плохо сыграли? Капец. Здесь, получается, алибарды еще выходят. Ну да, алибарды, ответ на верблюдов, неплохой, в принципе. Так, тракшоны, трибушеты стоят, просто ничего не делают, но замок уже выпили. Здесь, в принципе, берманец просто остается на лесе, без ресов абсолютно. Ну, у него есть золото, но он неплохо отгребается. В принципе, неплохо. Пока мои лучники довольно неплохо себя чувствуют. И здесь я дал команду, ну, как бы, ну, и Версинкер, не помню точно, как было. Волк разваливает, как. Так, ладно, крестьянка добьет. Что надо бумить за сицилийцы, потому что следующий пик силы сицилийца это, конечно же, жесткий крестовый поход. Хорошо. И здесь, в принципе, все начинается. Много ферм, много мельниц и все. Надо поставить быстро 5 ратуш. Даже я добавляю ратушу. Ничего себе. Кстати, интересно, что поляк вроде как... ну, 2 ратуши катает. Здесь, в принципе, как будто бы мы проносим. Так, убийцы мета немножко тут пока лидируют. Но здесь есть опасность, потому что лучники все еще живы. Я тут рискую, прохожу сквозь церковь. Посмотрите, на самом деле, как у зеленого все не круто, да. Он живет просто здесь. Только. И все. Я спокойно расстреливаю берманца, который все еще в замковой эпохе. То есть берманец, сколько бы у него крестов не было, он в замковой эпохе, и он делает скирмов. Это супер плохо, потому что у него будет только первая броня. На скирмов это ужасно. Мои лучники, они довольно уже жесткие, на самом деле. И уже даже с коронкой болт магазин. То есть у них больше стрел просто вылетает. Это просто космическое количество стрел. Трибушетов, правда, не то чтобы супер много, но такое. Здесь я немножко сейчас пассивно играю. Я вот этими лучниками бегаю тут. 17 убийств на них. Ну, посмотрите, сколько мы ферм убили. И, то есть, чувак, да, элитный монас пострашно, но когда их 4 штуки, 5, не совсем так и страшно. Плюс элитный монас не самый сильный юнит ever. То есть мы его можем даже развалить. И лучники, у них всего лишь 80 хп. Чувак забыл седло. Но делать монахов. То есть ламеллярные доспехи здесь от китайцев идут. Вот это да. Так, ну здесь берманца я совсем не боюсь, да, как бы, и на самом деле мне либо его надо быстрее убивать, либо помогать против зеленого, на самом деле. Так, ну, честно скажу, не то чтобы сильно жестко мы отвлекли здесь третьего игрока китайцев, но, на самом деле, все-таки на левом фланге преимущество у нашей команды тоже очевидно. Так, здесь добавляется 4-я ратуша, и, в принципе, мы просто ждем. Уже 82 креста оверсинкера. Ну и давайте сейчас сравним по крестьянам. То есть на нашу команду у нас уже, да, где-то 140 крестьян, а у них 150. Небольшое преимущество, но берманец-то никуда не переводит, у него отбито золото, у него ничего нет. То здесь, в принципе, Шу с импами тоже довольно неплохо сыграли. И здесь он до сих пор не может меня зачистить. Посмотрите, сколько ферм не работает. Я постоянно, тут можно так показать, я его отмикривал постоянно. Когда он пытался что-то делать, подходить ко мне, вот он где-то пытался ко мне подходить, напрыгивать, я как бы отмикривал его, там что-то чик-чик-чик, они уже с коронкой. То есть вот эти лучники, это забей лучники. Реально забей лучники. Он не может подойти, пока не накопит, пока не делает броню, седло, он забыл. Так, а здесь чувак до сих пор без лума, да, совсем чувак без лума играет, я делаю новую осадку под трибушеты. В принципе. Так, ну здесь он использует монахов с 12-й дальностью, конечно, против них не так просто. Вот, видите, он дал конверт, я не смог подойти, здесь уже много монасов, я понимаю, что меня убьют, я пытаюсь максимально затянуть середину, отходить назад, пытаться кого-то убить, здесь, в принципе, но здесь моя судьба решена. И только на 40-й минуте меня выкуривают. Здесь довольно равные бои идут, потому что китанцы имба, они уже делают ляо-дао, походу, довольно жесткая тема. Здесь мы уже жестко пропустиваем берманца, новая садовышка, чтобы попорофлить. Я даже, честно говоря, не знаю, возможно, мисклик. И здесь я такой говорю, так, ну что, Оверсинкер, погнали. Мне нужна будет твоя помощь сейчас, потому что зеленый сейчас ко мне придет. Зеленый очухивается, начинает делать только второй замок. Он не может намазиться с одного замка, правильно? Да, и здесь многие берманские скирмо, по которым мы наваливаем супер лучниками. Конечно же, не сильно боимся их, в принципе, хотя и немножко с потерями играем. И здесь, кстати, на самом деле, мне надо было сделать вот эти War Chariot, вот эти скорпионы за еду, за шу. У них тоже, на них коронка уже работает. Они бы, думаю, супер помогли, но я, честно говоря, не вспомнил. Здесь с поляком все плохо, у него вроде, он вообще выходит в лучников. Ну, там савары, они сбегают внутрь, и просто максимальный трэш начинается. Но здесь зеленый начинает себя проявлять, и я как бы такой начинаю нервничать. Думаю, блин, Оверсинкер, погнали, мне нужна будет твоя помощь. Погнали, погнали, погнали. Ну вот ему стоит импы нажать, думаю. И здесь приходят элитные монаспы, но без седла. Вот ошибка, без седла. Но они меня тут затыкивают вдвоем. Я теряю немножко трибушетов и перестраиваюсь. Но благо стрельбищ у меня штук 6, я вижу. И осадные вышки почему-то здесь крутятся. Да, осадные вышки наши все.
принципе, здесь китайцы пока живут, а вот поляк уже не сильно. Поляк уже не сильно живой. Ставлю второй замок, чтобы закрепиться. Мне как бы моя задача дождаться нашего оверсинкера, который уже в импах и который нажал крестовый поход, насколько я понимаю. Хотя нет, если бы он нажал крестовый поход, у него было бы не 18 сержантов, а побольше. То есть он просто их заказывает. Да, крестового похода, я так понимаю, пока еще не было. Угу. Крестовый поход в импах. Это довольно тоже серьезная штука. Ну и все, берманец, он уже убегает крестами, потому что, ну, понимает, что походу ему не спастись. Да? Отлично. То есть ситуация в итоге оказалась неплохой, потому что синий в итоге просто за бирму остался до сих пор замковой эпохи, и у него теперь крестов мало. За меня будет бумить оверсинкер, хотя на самом деле у меня 90 крестов в 2 ТЦ, что не совсем плохо. Давайте статистику интересную посмотрим, потому что... Ух ты, китайцы слили 50 крестьян. Где-то на форварде слили. Так, здесь 80. Жесть, 80. Ну что, я убил 88 крестьян. Ну, этот бедный берманец, конечно, плохо дефался. Версинкер убил 14, вот сейчас продолжают убивать. И здесь, конечно, сержанты элитные, серебряные, с последней броней против берманских скирмов. Это смех, конечно. Это просто смех, что они могут сделать. Они ничего не могут сделать. Тут абсолютно. Да. Здесь они тупо на пофиг заходят под монасп. Ну и под замок, на самом деле, что довольно-таки жестко, но, в принципе, заходят. Так, коронка, я так и понял, была или не была. Неужели не была? Блин, я же говорил, нажимать надо коронку. Я думал, она была. Неужели не будет? Или еще будет? Ну, мы еще посмотрим. Ну, я уже тупо тут 3 замка ставлю, максимально эти трибушеты обужи. На самом деле, долго сношу берманца, честно говоря, как-то не получается жестко снести. Но здесь, конечно, чуваки натупили. Возможно, они натупили, потому что не ожидали, что на них будет такая вот непонятная агрессия идти. Поэтому здесь чувак играет без лума, да, как бы и берманскими скирмами. А здесь чувак просто забыл про седло существования. Но явно забыл, то есть тут барак, конюшня, просто вот... Если бы он спокойно бумил, он бы не забыл. Он бы сделал это. Я видел, там перс сделал седло, тоже где-то только в импах, но он, по крайней мере, хоть и поздновато, но сделал там. Чувак без седла это большая разница. Элитный раз по 80 хп или 100. Тем более против луков это забей, это супер разница. Конечно же. Так, ну, на самом деле я даже не вижу здесь 5 ТЦ у оверсинкера. То есть у него, в принципе, 4. Ну, жалко, что он коронку не нажал. Это все-таки супер дешево. Так-то. Скирмы куда-то уходят. Ну, мне как бы настолько пофиг, куда они там уходят. Я такой, ура. Скирмы уходят. Ну, мы начинаем требить нашими крутыми трабушетами. Здесь, в принципе, перс такой наяривает замками. И здесь, в принципе, он молодец. То есть на этом фланге тоже ребята играют молодцом. Поляк умирает, но уходит. Так, соответственно, что дальше? Что дальше? Скирмы куда-то уходят. Я вспоминаю про этого War Chariot. Начинаю их делать. Прям массово, 6 штук. Осадную инженерию под них делаю. Бирманские бедные замковые скирмы уходят. Так, все, первый пошел, поляк сдох. Ну и здесь смотрим. Куча моих луков, сержанты. Блин, ну я так понял, все-таки Версинкер не сделал коронку. Да, не сделал коронку. Надо было. Серебряная коронка. ГГ пишут ребята, и убийцы меты побеждают. Вот такая вот стратегия. То есть использование новой нации Шу, быстрая осадная вышка. Если бы засунул хотя бы 3-4 пики, это было бы супер прикольно, осадная вышка была бы очень быстрая, и мы бы доехали намного быстрее, это все было бы темповей. И, в принципе, с оверсинкером мы зажали зеленого, зажали синего, чуть-чуть отвлекли, на самом деле совсем чуть-чуть отвлекли китанца, но все же отвлекли третьего игрока, и, в принципе, то есть надолго отключили зеленого, синий тоже там потерялся, осадная вышка помогла много раз, и, в принципе, мы их развалили. Мне понравилось такое, но, ребята, если вам реально нужны всякие нерабочие стратегии абсолютно, то, пожалуйста, на моем канале вы их увидите еще очень много. Блин, ну тут реально можно было еще намного лучше сыграть. А вот сейчас думаю, смотрю, тут и крестовый поход, как бы... Ну, да, это мы потом обсуждали после игры, что можно лучше доделывать сержантов, быстрее как-то их хапать, вторую стрелу, вторую броню, и, конечно же, скорость на сержантов тоже, возможно, даже Devotion, чтобы их не конвертили, потому что там Грузинин на церквях конвертил, что-то доконвертил. Ну, я мог лучше сыграть лучниками, там в какую-то сторону справа запушить и так как-то более агрессивные донжоны, либо даже замки поставить. В принципе, только один замок, можно было и побольше поставить сицилийцам. Так, КД, конечно, развалочка. Шу, в принципе, в 1,5 ТЦ играющий, это просто забей. Просто забей Цива. Жуткая экономика, даже больше, чем у китайцев здесь у персов, в принципе. Ну, там, наверное, поляк сыграл тоже не супер. Так, технологии, туда-сюда. Так, а какие импы у нас получились? 28.05, not bad, пойдет. Почти как у китайцев, в принципе, блин, кстати, на самом деле жестко.
Так-то это довольно жестко. Хотя, нет, это хрень. Ну так, нормально. Полу пойдет. Society. В принципе, кто-то кого-то тут слинговал, возможно, немножечко. Китайцы поляку накидывали. Кто-то собирал релики, но мы таким не парились. Давайте сравним АПМы. 44-44, да, у самых типа высокорейтинговых игроков. Ну и здесь, видите, у Оверсинкера 21 АПМ. Прикольно тогда получается. 1200 ТГ это 20 АПМ, 1400 ТГ это 40 АПМ, 1300 ТГ это 30 АПМ. Абсолютно все так. Ну что, если понравилась стратегия или абсолютно не понравилась стратегия, просто ужас, пишите обязательно в комментариях, что бы вы изменили. Ну или какие идеи еще есть, в принципе, вот с такой комбинацией. Все, всем удачи, всем пока.